Дорогие друзья, всем большое пламенное бу, потому что в этом видео речь пойдет про Хэллоуин. Я знаю, что, мне кажется, вернее, не то чтобы я знаю, мне кажется, что большинство вышивальщиц русскоязычных делятся на две категории. Хэллоуин очень нравится в вышивке, и Хэллоуин вообще чуть ли не осуждается. У меня ситуация... в общем-то, не сильно отличается, я не осуждаю, мне близка эта тематика, хотя я не праздную этот праздник, мне он, естественно, ничего не говорит, да, это не в моей культуре изначально, и в Аргентине это тоже праздник чужой, такое же отношение, в общем-то, как и в России, да, что это не наш праздник, но эстетика этого праздника мне симпатично, мне нравятся вороны, летучие мыши, тыквы, ведьмы. В большинстве случаев, конечно, мне нравится такое что-то более брутальненькое, ведьмочек типа... сказочных таких вот, сейчас иллюстрацию покажу. Она мне как бы миленькая, но она не про Хэллоуин. Вот. Для меня Хэллоуин это все-таки вот какие-то дома страшные, заброшенные. Так, значит, я в этом месяце решила повышивать все свои хэллоуинские работы. Каждую из них, как и в предыдущие месяцы, да, я выбирала что-то тематическое, я решила вот в этом месяце каждую из своих работ хэллоуинских, или которые я могу каким-то образом причислить к хэллоуинским, продвинуть на 1000 крестиков. У меня таких работ 8. Нет наборов, хотя в запасах у меня есть наборы, которые, в общем-то, относятся к этой тематике, но они не начаты. Значит, что мы посмотрим сейчас? Вначале посмотрим все работы, которые у меня есть, которые я выбрала, и потом я буду по одной выбирать, на 1000 продвигать и вам показывать. Начнем без какой-либо классификации, вот как оно у меня по порядку лежит. Так. И будем смотреть. Значит, я сюда не включила, например, Эдгара Аллана По, которого, в принципе, мне кажется, он достаточно такой хэллоуинский писатель, но поскольку я его уже в этом году вышивала и не раз, то, в общем-то, он сюда не вошел. Поэтому, если какие-то работы, вы знаете, у меня вы считаете, что их можно было бы посчитать, а я их не включила, то, скорее всего, это потому, что я эти работы уже брала в этом году. Сюда я, значит, включила. Я осознанно, если вы не выбирали, эти работы вот откладывала на октябрь, поэтому так получилось. Значит, у меня здесь самым первым кусочком лежит работа. Давайте покажу, как она выглядит. Вот такой восхитительный Дракула. Это сборная игрушка, будет набиваться, будет там все замечательно делаться, и будет такая красотища. Увидела я его достаточно давно, в прошлом году, да, вот, и не смогла удержаться, я прикреплю, нет, не прикреплю, в комментариях оставлю не в комментариях, извините, под видео в описании оставлю все названия дизайнов и ссылки, где можно взять. Я покупала на Etsy, не вспомню сейчас автора, к сожалению, у нее там еще есть разные другие игрушки с летучими мышами, по-моему, сова и котик, если я ничего не путаю. Значит, я начала с зада. Вот. Здесь у меня остались булавочки, это я размечала. Аиду я красила сама экспериментально. Мне хотелось посмотреть, что да как. И немножко хотелось сделать ее темнее, да, чтобы вот участки, где я черным прям вышиваю, не светили или светили не так сильно, если бы это была белая канва. Что здесь будет? Я в предыдущих каких-то сериях, не помню, в какой серии, рассказывала про то, что мне приехал заказ из 1, 2, 3 Stitch, который я еще там в начале года делала, и там был, как она называется, Виспер. В общем, волосатые нитки черные, это вот как раз на этот сюжет. Волосы вот здесь и его макушка с другой стороны, да, они вышиваются как раз вот этим восхитительным
вот этой восхитительной волосатой ниточкой, чтобы он у меня был по-настоящему волосатый. Я на тот момент еще не знала, смогу ли я ее купить, поэтому вышивала другие участки, но вот теперь уже известно точно, что она у меня есть, и я буду радостно ее дегустировать, можно сказать. Постараюсь уже в этом видео. Наверное, буду все-таки продолжать вышивать его заточек, но там тоже, как вы видели, есть кусочек этих волосатых ниток, поэтому уже увидим, что там получается. Дальше, следующая работа, это вот на пластике. Я уже вышивала в этом году на пластике. Нет у меня пока еще ни одной законченной работы на пластике, но вот, тем не менее, для меня это что-то новенькое, и у меня пока всего 2 работы. Одну новогоднюю я уже вышивала, а вот это будет такая вот обиженная мадам тыква. Это схема Виктории Кузнецовой, Саверка. В любом случае, опять-таки, все будет подписано. И вот я буквально начала, немножечко повышивала снизу. Ну, светит, но неважно, да, потому что здесь особо ничего и нет. Она небольшая, но так, собаки передают привет. Ну, не хэллоуинские, да, звуки, но что-то типа. Значит, если я просто вообще не совсем в тему, когда я вышивала другую работу на пластике, она у меня, как я говорила, новогодняя, я там удивлялась, что что все говорят, что на пластике, мол, эти крестики ровные, а у меня кривые. А вот тут я смотрю, ровные. Ну ничего, я это сейчас исправлю. 1000 крестиков здесь добавлю и посмотрим. Следующая работа — это такой гигант. Сейчас я буду искать ее параллельно в саге. И расскажу вам здесь совсем немножечко продвинуто, потому что работа огромная. Здесь нет даже 2%, хотя там уже есть некоторые персонажи. Сейчас давайте покажу, что есть. Вышиваю на кэшеле, смотрите, это вот в четверть работы, да, я в 4 раза, вернее, пополам свернула. Котик виден, да, и какие тыквы намечаются, вот. То есть давайте еще раз сверну, чтобы вот точно видно было это. Свет, может быть, уже не очень такой, знаете, на закате атмосферненько, чтобы было. Значит, вот такая огромная работа. У меня, соответственно, вот этот вот кусманичек маленький. Здесь вообще всего добра полно, и светящиеся нитки вот для приведения. Я это все купила. Раздобыла. Вот, но пока, как вы видите, мало продвигалась. Начала я с участка, который достаточно такой, разбросанный. Как-то вот мне не очень комфортно шилось. Но в любом случае я собираюсь эту работу шить. Здесь более 100 000 крестиков. И вот по чуть-чуть я ее двигаю. Когда-нибудь, конечно, надо будет сделать ее основной работой и прям активно шпарить. Но пока мне торопиться некуда. Мне безумно нравится картинка. Процесс пока не настолько, но я думаю, что это может быть какие-то участки. Нам всегда почти на всех работах есть какие-то участки, которые нам нравятся больше или меньше. В любом случае, я предпочитаю всегда начинать со сложных участков, чтобы лучше на финише не буксовать. Давайте дальше посмотрим. Дальше у меня работа по-моему, это Линда, покрашена мною вручную. Я ее красила специально, по-моему, под эту работу. Это шабаш от Овечкиных забав. Мне дарила эту схему Ксюша Малинка. Это был старт, по-моему, моего прошлого года, по-моему, даже на день рождения. Вот такие восхитительные. Я это называю, по-испански называется Reunión de Consorcio. Это, как это по-русски-то называется, совет домоуправителей. В общем, когда, знаете, по дому собираются люди, там что-то обсуждать, очень похоже на нашу историю, по крайней мере. Значит, вот такие дамочки шикарные, и у меня вот этой дамы шляпка виднеется, да? То есть я здесь не очень продвинулась, но тем не менее, уже шапочка есть. Значит, почему-то мне захотелось, что как-то вот фиолетовая, да, это классика, ведьма, фиолетовая, рыжая. А мне хотелось что-то
особенные. И получился вот такой зеленый насыщенный цвет. Я еще старалась его с черненьким таким, да, чтобы мрачноты навести, мрачноты. Но вот есть участки, где совсем этого черненького не видно посерединке, да, он такой прям совсем зеленый-зеленый. Поэтому я решила, что это будет центр, а вот кверху пусть уходит чернота. Так, это вот... Что-то я не считаю, 4-я, что ли, работа, да? У меня, как я говорила, 8. Значит, следующее это будет вот так, ну или наоборот. Сейчас попробую понять, хотя, наверное, это все не важно. Так, наверное, все-таки вот так. И это будет шарик от Марины Хачановой. Я, кстати, никогда не начинала шарики из середины, прям совсем еще совсем с центра. Вот такой шарик будет собираться, соответственно, в такое хэллоуинское чудо-юдо. Мне очень все здесь нравится, такая красота и летучие мыши. Ну, в общем, вся хэллоуинская тематика тут прям как бы даже не за уши притянута, а так оно и есть, да. Он, по-моему, так и называется, кстати. Ну, я вам показываю ценную информацию, да, что здесь ничего пока не понятно. Вышиваю я на Монике вот такого сиреневого цвета, фиолетового. Ну вот. Все, что я могу про это сказать. Следующая работа. Это один из моих самых любимых дизайнеров. И эта схема называется «Время собирать урожай» от Юли Золотовой. Я сейчас ищу пока превью. Скажу, что я вышиваю эту работу на Еве. И вот в прошлые разы, когда я брала эту работу, мне было, скажем так, не совсем просто. Хотя цвет, я бы не сказала, что он очень сильно темный, но вот тем не менее. Значит, мне очень хотелось, да, вышить эту работу на чем-то темном, и вот выбор пал на эту основу. Вот так это выглядит. Мне кажется, восхитительная иллюстрация. Мне очень нравится, как Юль прорабатывает схемы, но они у нее все-таки не очень простые. И ну вот из-за темного участка или не знаю из-за чего, может быть, типа темным по темному, ну не знаю, я не могу сказать, что основа прям совсем темная, я и на черном вышивала, да, уже после этого, но вот как-то что-то давалось с трудом. Буду продвигать тоже на 1000 крестиков в этом месяце, и предпоследняя уже работа, предпоследняя, 1, 2, 3, да. Все вроде правильно. Значит, это, возможно, уже кто-то узнал. Это эликсир храбрости от Надежды Нагорной. Замечательные такие упоротые зайцы. Да, упоротый волк у меня уже есть. Теперь будут зайцы. Работа это выглядит вот так. Только, да, вышиваю я ее на темной основе. Тоже такой хэллоуинский. Упоротые зайцы, потому что их взгляды один другого краше. И здесь вышито пока не очень много, 20%, но вышивалось мне тоже тяжело. Но, в общем, схемы Надежды Нагорной, мне кажется, всем известно, что они непростые. Много и блендов, и бэкстича, и вообще всего. Поэтому вот, но результат, конечно, потрясающий. Мне они безумно нравятся, и я вот так вот не спеша. Значит, мне почему сложно? Обычно мне сложно светлым вышивать. Особенно на льне почему-то. Все кривое, все косое. И вот я иногда расстраиваюсь, но иногда стараюсь, иногда забиваю, думаю, что уж пусть хоть как-нибудь двигается. Ну и вот, собственно, как-нибудь двигается. Это лен 32 каунта, то есть не из-за каунта мне тут, не из-за темного цвета, а вот просто как-то кривенько, да, и схема не совсем простая. Но, тем не менее, двигается, и слава богу. И еще одна работа, про которую мне сложно сказать, где тут что. Наверное, я подозреваю, что это вот так. Основу тоже красила я, по-моему, это Моника. И это был такой весьма спонтанный старт. Я не купила схему, как только она вышла, долго смотрела, нужно мне, не нужно. Но потом все-таки
решилась и взяла. И это снова схема Юли Золотовой, называется «Хэллоуин». И вот такая красота. Мне особенно здесь нравится часть такая осенняя, да, совсем хэллоуинская. Вот. А мрачнота мне тоже нравится, да, луна, вот этот фонарик, свечи, книги. Тоже нравится, но, может быть, чуть поменьше. Не знаю, другое настроение, да, это про другое. И вот у меня совсем чуть-чуть, это вот эти вот книги уже вышиты. Я понимаю, что эта работа большая, и несмотря на то, что в этом месяце я планирую прибавить здесь 1000 крестиков, прям уж такого совсем прогресса особо не будет. Я красила эту схему, основу. Основу я красила сама, как я уже говорила, поэтому, видите, тут такое прям ощутимое пятно. Я как бы хотела, чтобы здесь были какие-то такие сероватые пятна, но я не осталась полностью довольна тем, как оно, вот именно конкретно вот это вот нижнее пятно проявилось, да, но большая часть его зашьется, и этого видно не будет. Поэтому вот так, оно такое вот, да, в голубизну, но при этом с серыми пятнами. Значит, вот еще раз. 1, 2, 3, 4 шарик, 5, 6, огромнейшая, 7 на пластике и 8 игрушечка. 8 работ, а все их я планирую, значит, продвинуть на 1000 крестиков и буду постепенно вам показывать. Начну, давайте вот прям что первое лежит, с того и начну, а именно с Дракулы. Дорогие друзья, внезапно 7 октября уже. Кроме того, что вы видите на вашем экране, мне особо показать-то больше и нечего. Значит, был максимально невышивальный, уже почти неделя. И вот я из 8 работ повышивала только 2, одну закончила. Начнем, значит, с той, которую закончила. Перед вами, как вы понимаете, Дракула. Значит, что здесь получилось? Я себе вот тут даже выписала циферки, если интересно. Было готово 4, 22%, стало 21,7%. Значит, всего в работе почти 6000 крестиков, теперь остается 4682, и вышла я за 2 дня больше 1000 крестиков. В первый день вышла прям вообще ударненько 700 с лишним, и потом на следующий день закончила. Здесь, как вы понимаете, не особо сложно, да, большие участки зашива одним цветом, единственное, что, может быть, цвета более-менее такие скучно одинаковые, но здесь есть один бленд из черного и темно-серого, и дальше цвета просто одиночки посветлее или потемнее, просто 310. Я причем забыла, какого цвета я здесь вышивала изначально. DMC, в смысле, понятно, что черным. Не помнила, чей черный, DMC или Анкор. И начала DMC, посмотрела, увидела какую-то разницу, очень бросающуюся в глаза. Даже не столько по оттенку, хотя я вижу оттенок обычно разный у них, сколько по тому, как ложилась и насколько светила. И переделала на Анкор. Вот мне казалось, что у меня Анкор все-таки тоньше, но светила именно DMC. И вот тут наверху вы видите тот самый виспер волосатый. Было очень странно, очень сначала тяжело. Вот здесь более-менее я в итоге натянула, но сначала прям они, наверное, видно, да, очень сильно такие выпуклые. И я не могла их нормально затянуть, что ли. Вот. У меня какая-то тут примесь волос. Это они лежали вместе, виспер черный с белым. Хотя, может быть, это и кошачьи волосы были. У меня такая, значит, Дракула с элементами седины немножко. Но сейчас вот убрала, потом все накидается. Не могу сказать, что мне дико понравилось вышивать этой ниткой. Она толстая, там по ключу в 2 сложения. И она проходит через эти дырочки, аиды и пушится, и сливается между собой эти 2 нитки. Очень странно. Не очень приятно и очень-очень странно. Но посмотрим. Мне теперь интересно, какой клауд в работе. Но пока
не пробовала, как вы понимаете. В общем, вот настолько продвинулся Дракула. Что-то я прям слишком много о нем болтаю. Дальше я взяла следующую работу, еще пока на ней норма не вышла. Ну, давайте покажу. Это на пластике. Так, что-то у меня иголка улетела. Сейчас я ее все-таки найду, иначе я потом забуду. Увы, не нашла я иголку, но думала, что улетела та, которой я вышиваю вот эту тыкву, а вышиваю я ее бисерной иголкой от Mill Hill, такой погнутой и так далее. И как раз сегодня думала о том, что будет, если она мне все-таки совсем окончательно погнется, сломается, потеряется. Но улетела, к счастью, другая иголка, которую вообще давно пора было бы выкинуть, потому что там что-то случилось совсем непоправимое, и иголки туда не заправляются из-за того, как она погнулась. Иголки не заправляются. Нитки, конечно же. Так, ну не суть. Я надеюсь, что никто не пострадает от потерянной иголки, потому что завтра с утра, сегодня уже ночь поздняя, а завтра с утра я буду пылесосить и, надеюсь, ее засосу. Так, что с тыквами? Пластик вновь напоминает мне о том, как... Я не знаю, я честно думаю, может быть, у меня какая-то особая форма рукожопости, потому что мне просто катастрофически тяжело вышивать на пластике, особенно в том плане, что игла, очень тяжело ее провести под другими стежками, закрепить это все. Она у меня там не проходит, я ее проталкиваю, она и так самая тоненькая, она в меня впивается. А если брать толще, она вообще просто даже не поддевает. А если не затягивать до такой степени, то оно как-то неравномерно бугрится на лице. В общем, какая-то просто какой-то замкнутый круг. Вот. Но я по чуть-чуть, я поняла уже, что как бы вот взять и вышить 1000 это на пластике вообще не про меня. И даже 500 вышить не про меня. Я 100 сделала, молодец, хорошо. Не сделала, постараешься в следующий день, все, отдыхай. Вот. Я так себя не то чтобы уговариваю, нет, мне интересно, мне хочется закончить это все, но так, по чуть-чуть. Устала, укололась, все, займись другим. Такие дела, поэтому я уже, по-моему, 3-й день ковыряю эту тыковку, и там у меня наковырялось чуть больше, 400 крестиков даже не наковырялось, потому что были дни, когда я не сделала 100 крестиков, сделала 70-80, и слава богу. Вот такая история. Значит, я решила, что... То есть изначально у меня был план брать по очереди, но я поняла, что по очереди не получается, потому что, значит, тыкву вышивать одну и корпеть над ней, подгоняя как-то себя искусственно. И это, наверное, не самая лучшая идея. Лучше брать ее 100 крестиков вышила, все отложила, пошила что-то другое. Поэтому я думаю, что я возьму следующей работой Хэллоуин Юли Золотовой. Там совсем мало что вышито, сейчас я его не принесла. И буду там тоже так абстрактно, зато там ярко, весело вышивать там дальше книги эти у меня. Не так много там начато, я уже говорила. Вначале я показывала. Я думаю, что, может быть, я в процессе, когда запялю, сделаю какую-то подсъемку, как было, чтобы было нагляднее о том, что в итоге стало. Так что в следующем кадре посмотрим, что у меня получается и продвинулась ли тыква. Дорогие друзья, мое вам сумеречное уже, можно сказать, бу из 10 октября. В общем... План был восхитительный, успеть все 8 процессов вышить, не скажу прям совсем задолго до Хэллоуина, но хотя бы за неделю, чтобы я могла это все смонтировать и вовремя выложить, в тему было. Но сегодня 10 октября, и я уже показала одну работу, я закончила, Дракулу.
ну, не закончила, а именно вот 1000, да, запланированную вышла. И вот сейчас готова вторая 1000 на тыковке, которая мне давалась тяжело, я ее уже показывала. Но, тем не менее, здесь уже 1000. И все, больше к остальному я даже не прикасалась, хотя была анонсирована еще одна работа. В общем, я ее вот сейчас только-только достала. Значит, у меня просто дни были такие совершенно не вышивальные. Это не то, чтобы я увлеклась чем-то другим. Нет, я просто вообще ничего не вышивала. Давайте на тыковку посмотрим. Она мне, ну, как я уже говорила, на пластике мне что-то как-то вот не совсем в кайф идет, но у меня ощущение, что здесь крестики у меня получаются поровнее, чем на другой работе пластиковой, и в целом, наверное, ну, больше, что ли, в удовольствие, в первую очередь, потому что мне безумно нравится разработка схемы, как переходят цвета. Очень все это гармонично выглядит. Да, вот эти вот зелененькие завитушечки, то у нее будут такие типа обычно сложные лапочки. Мне очень нравится переход, его плавность. При этом она, я бы не сказала, что дико сложная. Да, здесь есть разброс. Есть участки с более частой сменой нитью, но в целом никаких одиночек, ничего такого. Ну вот примерно вот такое, это самое сложное. Вот, в общем, я достаточно неплохо продвинула эту работу в том плане, что больше 1000 здесь уже есть, и работа была очень с маленьким процентом, там что-то 5% или что-то такое, а сейчас перевалила, по-моему, за 30 или за 40, ну, циферки мы, может быть, попозже посмотрим. Значит, что я в прошлом видео анонсировала, что буду вышивать Хэллоуин от Юли Золотовой. Значит, вот он выглядит сейчас вот так, по-моему, это правильное расположение, но я могу ошибаться. Значит, вот так он выглядит, и я, наверное, сейчас все-таки его запялю, возьму, повышиваю. И я подумала о том, что я, конечно, вот это вот все растянула. У меня действительно не было в прошедшие дни времени особо вышивать с утра, но вот есть подозрение, что завтра это время будет, и хорошо бы брать темные какие-то работы, потому что у меня немало хэллоуинских сюжетов на темной основе, и я решила, что первый возьму вот тоже от Юли Золотовой, так, это изнанка, как это называется, «Время собирать урожай». Да, она мне достаточно тяжело дается из-за того, что темным по темному. А так у меня же еще вот темная. Вот тоже темная. И вот еще темная. По-моему, все. Вот, то есть как бы прилично темных, поэтому пора бы начинать. Вот. Ну, пока вот 2 работы эти буду брать. И это к тому, что основные работы, какие-то там карту мира, я еще в этом месяце вообще не брала. Вот первый раз за весь год схалтурила. Но это, конечно, тема другого видео. Но, тем не менее, вот спойлеры. Так что сейчас буду запяливать вот этот Хэллоуин и постараюсь максимально продвинуть. У меня сегодня вечер в одиночестве будет, и я надеюсь, что это поможет мне, не отвлекаясь сильно на какие-то параллельные другие вещи, неплохо так повышивать. Дорогие друзья, я говорила вам, что у нас Хэллоуин особо не отмечают и особо не украшают, но показалось. Без Микки Маусов, конечно, ни одна вечеринка не обходится. А кот какой. Блин, как же вам это хорошенько показать-то? Малефисельная грава. Так, а напротив у нас тоже красота. Пойдемте посмотрим. Так, а вот тут будет попроще снимать, смотрите. У них там наверху красота. Так, тут еще вторая часть. Так, а вот и житель дома обнаружился. Просто прелесть.
Так, это что-то на питерском. Маркетс предлагает позвонить и в полицию. А вот тут еще. Так. Где-то там напротив. Сейчас еще покажем. А, вот двери, смотрите. Двери. Так, я тут еще важные детали пропустила. Во-первых, инструменты Декстера. А во-вторых, вот еще. Так, давайте дальше изучать. Вот, даже черный кот есть. Так, ну это уже не настолько интересно, но тоже что-то есть. Я тут нашла календарик. 16 октября, понедельник. У нас сегодня выходной день, поэтому я тут расскажу вам, что у меня за время не включений появилось. Значит, у меня появились некоторые крестики и исчез голос. Поэтому сейчас я разговариваю так себе, потому что он у меня потихонечку, но возвращается. Поэтому извините, если как-то не очень хорошо слышно и странно. Но уж как есть, либо вообще не снимать. Ну, собственно, я и хотела в эти длинные выходные поснимать, но ничего не поснимала. Значит, не будем отвлекаться. Смотрите, у меня появилась еще 1000, запланированная на 2 работах. Это Хэллоуин по схеме Юли Золотовой и время собирать урожай тоже по схеме Юли Золотовой. Мы сейчас про обе поговорим. Значит, про эту работу я много, конечно, останавливаться не буду. Я уже показывала, да, превью, она большая. И поскольку она большая, даже 1000 крестиков здесь сильно картину не изменила. Тут все еще не очень понятно, что такое, но, по-моему, вот это тут книжечки. Единственное, что могу точно сказать, что вот это вот пошли очертания самого шара, да, в котором будут проведения и так далее. Здесь готово уже или еще чуть больше 4%, как вы понимаете, а было там что-то 2, что-то такое. То есть работа продвигается, но не настолько сильно, потому что работа очень большая, и 1000, конечно, здесь не сильно ощущается. Я повышивала разными цветами, синенькими, голубенькими, и сиреневыми, розовыми, серыми и белыми, и все было и блендами, и не блендами, поэтому вот так вот в разные стороны подвигалась, было достаточно легко. Это у меня Моника. Вот. А это у меня Ева от той же компании темного цвета. Здесь, как вы понимаете, будет сюжет «Время собирать урожай». Я помню, что когда я вышивала вот эту часть серым, мне было достаточно сложно, а вот в этот подход я решила вышить... Назовем это лицо. Лицо начало с самого скелета, как это, позвоночника. Где-то, конечно, уже и фон тоже пошила и так далее. И вот в этот раз все шло очень хорошо, очень классно. И мне... я в темноте, правда, не вышивала, но... Так, сейчас я поудобнее возьму, чтобы поближе показывать. Но мне было все в кайф. И если в прошлый раз мне казалось, что у меня все крестики кривые, то в этот раз мне казалось, что не все крестики кривые. Но в целом нормально. Вот, поэтому еще немного повышивать здесь в следующий раз. Заполнить вот тут, видите, дырочки какие-то и так далее. И можно будет шить... бэкстич. Мне очень нравится схема Юли Золотовой. Они далеко не простые. Здесь много блендов, здесь много переходов. Иногда много вот в этих участках
Здесь черный, а потом бленд черного 37,99, а потом просто 37,99. И преимущественно все это вышивается шахматкой. Но вот тут, да, тоже видно шахматку, и здесь видно шахматку, но результат потом складывается в такие чудесные переходы, вообще потрясающе, мне очень нравится. И здесь уже готово 12%, но здесь уже хоть что-то ощутимое, да, хоть и без бэка, пока не очень все понятно, но все-таки какие-то очертания чуть лучше, чем в предыдущем процессе. Значит, я тут в качестве декора не совсем Хэллоуин выложила, а осень, потому что у меня в работе пока очень хэллоуинский, но очень осенний сюжет. Это вот так вот в попытках запялить, да, везде все вылезает все равно. Это замок от... Ой, как дизайнера зовут, по-моему, Евгения Колесникова. Сейчас я вам постараюсь его, хотя я в начале видео, конечно, показывала, но освежить никогда не помешает. Я уже начала здесь вышивать и уже даже вышла, по-моему, 600 крестиков за один вечерочек. Вот. Вышивала бы я еще меньше. Я мало, как вы понимаете, вышиваю. В октябре 16 число я практически ничем не занимаюсь, кроме вот этих хэллоуинских сюжетов. И, тем не менее, пока готова на середину месяца всего 4 работы. Остается, соответственно, еще 4. Но поскольку я приболела, я меньше стала выходить. И вот было время повышивать. Я надеюсь, что сейчас не сильно будет... сильно будет. Вообще ничего не видно. Вот. Бликовать. Так вот виден сюжет, потому что иначе все бликует. Вот я сейчас нахожусь в уголочке, в самом нижнем углу, да, где тыквы и кошак. И я, как вы понимаете, двигаюсь куда-то, тянусь. Здесь уже дорожка начинается, а здесь вот эта вот колонна, как бы это назвать, да, которая ворота держит. Я дошиваю тыквы, потому что здесь остаются, да, какие-то участки, что нужно дошить. Были какие-то вот полосочки вышитые. Здесь тоже, как вы видите, немало какой-то шахматки и так далее и тому подобного. Есть участки попроще, есть участки посложнее, но в целом вот вчера неплохо повышивалась. И работу типа на темной основе я взяла и прям в процессе, в самом процессе. Просто мы сегодня пошли, я получше себя стала чувствовать, мы пошли погулять. И я вот прям как держала, так и отложила. И здесь пока ничего особо не видно. Я здесь вышила сегодня, по-моему, 6 крестиков, вчера 130. Это вот это вы знаете, что это розовенькое? Это ушки будущего котика. Короче, это будет Хэллоуин тоже, но шарик от Марины Хачановой. И я впервые начала шарик. Ну, это, по-моему, мой какой второй шарик, который я вышиваю. Ну, ладно, на самом деле... У меня 3 одновременно в процессе, поэтому, может быть, даже и 5-й шарик. Но вот и готово пока всего 2. В любом случае, ни один из 5 шариков, которые я начинала, я не начинала из середины, потому что 2, которые у меня в процессе, начаты, как обычно, вот из середины, с краю. А это прям совсем из середины начат, поэтому... Так вот, мне самой неожиданно. И я решила пожертвовать барабанной натяжкой, натянула вот так вот. И поэтому вот здесь вот немножечко провисает, но в целом мне это пока не мешает. Может быть, я потом все-таки достану и перепялю. Но пока вот так. За 6 крестиков я сегодня не особо что поняла, а вчера 130 меня не смущали. В общем, вот эти 2 процесса у меня сейчас в работе. И потом, когда я с этими 2 закончу, у меня останется еще 2. Оба 2, которые остались, они на такой, в целом, можно сказать, темной основе, но не совсем темной, поэтому буду стараться все-таки чаще вышивать днем, чтобы... Вот на этом цвете ночью, в принципе, можно вышивать с меньшими страданиями, чем когда, например, я на темно-синем вышиваю. Но все равно мне как-то, вот, может быть, это чисто психологическое, мне комфортнее вышивать такие сюжеты днем. Поэтому посмотрим, как у меня что будет двигаться. И надеюсь, что в следующем включении я уже покажу выполненные 1000 по этим обеим работам, и что я приступила к следующим. Дорогие друзья, на календаре 21 октября у меня есть некоторое продвижение, все еще не закончила все, но есть работы, которые продвинула на 1000 крестиков, то есть свой план выполнила. Давайте посмотрим,
Так вот, без особого декора, потому что, в общем, как вы понимаете, месяц у меня получился такой маловышивальный, сильно гуляльный и многоболельный. Да, там с горлом разобралась, потом мне зуб удаляли мудрости, потом еще что-то. В общем, черт что. Я шучу, что, типа, день рождения отпраздновала, и все, посыпалась вся старая бабка. Ну, на самом деле, конечно, нет, но не могу не пошутить по этому поводу. Так, я все еще со странным голосом. Некоторые дни вообще не могла ничего записывать, но вот стало вроде получше, поэтому давайте стараться. Значит, без цифр вам сегодня принесла уже в следующем видео, когда все полностью, в следующем включении, в смысле, когда все полностью закончится, немножечко про цифры поговорю, но пока вот так вот чисто визуально. Значит, смотрите, здесь это вот большая работа, да, «Осенний замок». Здесь появились у тыквы, у обеих тыков глазища. Она немножечко светит, эта работа, да, потому что это casual. И я вышиваю здесь вот 2 нити, и вот немножко светит. Но я уверена, что поскольку это лен, после стирки все это уйдет. Так, здесь вот еще, например, смотрите, я пошла в забор. Там еще много будет таких штук. Ну, то есть я чередовала какие-то участки более такие нудные, разбросанные, с какими-то более простыми. В общем, еще на 1000 крестиков эта работа продвинулась. Потом уже в следующем включении расскажу, что там по процентам. Значит, еще одну работу, которую я продвинула на 1000 крестиков, это вот хэллоуиновский шарик от Марины Ханчановой. Здесь появились почти полностью очертания котика. Вот глаз только нет. И я сначала много вышивала именно такими вот серыми оттенками. Здесь изначально было готово вот так вот что-то. Все остальное потом прибавилось. Вот у меня были эти синеватые, сероватые. Не все крестики я закрыла, да, здесь не полукрест будет, а крест, просто я его не закрыла. И уже в конце работы я стала уходить в поярче. Зелененькое, желтенькое, это все будут тыквы. Да, вот так получилось. Кажется, что это какая-то болеющая луна, перевернутая не туда, но это нет, это что-то другое. Так, сама не помню что, но там же клини, поэтому это какая-то кусочек следующего клинышка вроде. Ну, что-то такое. И вчера в ночи я завершила 1000 вот на этой работе. Это шабаш от Овечкиных забав. Мне эту схему дарила моя подружка Ксюша Малинина. Ксюш, привет тебе большой. Значит, я вышиваю вот эту вот дамочку, но немножечко залезла уже на следующих дам, которые там перед ней стоят. И, знаете, так совпало, что когда я взяла эту работу, у нас как раз был этот вот реунион де консорсио, как это? Совещание дома. Вот. А я вхожу как раз в управдом, друг человека, вот, да. И, собственно, я сидела хихикала, что как раз совпало. Вот. И вышивала я в эти дни. Значит, что про эту работу скажу? Она, несмотря на то, что шьется вот, да, много очень всеми оттенками серого и такого, да, холодного серого и теплого серого, чуть-чуть черного, шилась, тем не менее, достаточно приятно, потому что в целом есть, ну, в общем, нечастая смена нити, можно повышивать достаточно комфортно. И я думаю, что я хочу вышить сначала вот эту вот дамочку, а потом уже по очереди дам вышивать. Вот. На момент, когда я только брала, я вот шляпу начинала, она была не закончена. Сейчас приходится все еще прерываться каждый раз на покашлять. Значит, сейчас шляпа почти... Не почти, ну вот я не знаю, что тут за огрызок, я не помню, что тут случилось. В общем, шляпа практически закончена, все, естественно, без бэка, но тем не менее я уже стала двигаться, видите, к ее наряду. Вышиваю я, как я уже наверняка говорила в начале видео, на линзе собственного окрашивания. Мне нравится, что получилось в плане цвета. Мне не хотелось вышивать на каком-то стандартном вот фиолетовом, типа ведьма, фиолетовая. А поскольку тут еще будет рыжая тыква, поэтому на рыжем тоже нельзя было, поэтому я вот выбрала такой зеленый, ну, в смысле, я решила, что на зеленом хочу, и вот сама окрасила в тот цвет, который я хочу, почти то, что я хочу, и получилось. И вот сейчас у меня в работе самое, наверное, сложное из всех
моих хэллоуиновских вышивок. Это работа по схеме Надежды Нагорной «Эликсир храбрости». Значит, что здесь сложного? Давайте смотреть. Здесь очень много четвертей, да? Вот, например, в носике тоже. Здесь очень много смены нити, часто есть, вот еще, да, ну, короче, четвертей здесь очень много. Мне в целом это не напрягает, потому что мне нравится результат, потом потрясающий. Но бывают моменты, когда, например, в светлом тоже есть какие-то бленды, ну, которые мне кажутся, что ну, светлый со светлым, типа, зачем? Еще мне сложно из-за того, что почему-то на этом льне, он 32-го каунта, получается у меня очень криво все. Видите, какие крестики какие-то, не знаю, поклеванные птичками. Ну, ладно уж, я стараюсь не запариваться сильно. Вот, поэтому двигаюсь я, стараюсь менять цвета, чтобы не скучать, потому что сами зайцы вышиваются весьма такими, ну, опять, грязноватыми, сероватыми цветами, и это немножечко иногда утомляет. Поэтому я вот чередую чуть-чуть в рыженькое уйду, чуть зелененькое зайцы, потом опять вот сюда чуть-чуть рыженького, опять зайцы и так далее. Вот так вот. Пока продвинуто, по-моему, на 400 крестиков. То есть еще шить и шить. Ну как шить и шить, да, 600 крестиков надо вышить. Это будет достаточно, наверное, медленно. Еще пару дней мне надо будет посидеть. Прикол весь в том, что, да, я в принципе сейчас уже понятно, что успеваю до Хэллоуина, успеваю вышить до Хэллоуина все свои хэллоуинские работы, масло масляное. Но какой ценой? Конечно, я сейчас сильно спойлерить не буду, об этом мы поговорим в итогах месяца октября, но я практически ничего, кроме вот этих хэллоуинских работ, и не вышивала в этом месяце, очень медленно. То есть я на сегодняшний день вышила суммарно 10 тысяч крестиков, да, давайте вспомним, что на каждой работе я вышила по 1000, ну, где-то чуть больше, да, наверное, 7 работ, да, у меня уже закончено, то есть 7 с лишним тысяч было только на этих работах, все остальные 3000, даже меньше 3000 на других работах, то есть практически ничего, вот, ну, вот такой месяц, я много сплю в этом месяце. Восстанавливаться мне проще не таблетками, а сном. А так вот что-то почувствовала, себя нехорошо пошла и легла спать. Вот, поэтому вот так. Старость не радость. Но работы двигаются, да, и я очень рада, что хэллоуиновские. Я как-то в процессе сидела, думала, что, может быть, стоит отложить и пошить то, что вот у меня какие-то обязательные работы. Опять-таки, сильно спойлерить не буду. Но потом подумала, что Хэллоуин у нас раз в году, и я хочу полностью посвятить время ему, а все остальные работы, которые не успею вышить, уйдут в долги, и там наверстаю в ноябре, в декабре, если что. Ну что, в следующем включении посмотрим, как продвинутся ненаглядные упоротые зайцы и подведем итоги с циферками. Дорогие друзья, внезапно 29 октября, кстати, вот от года ничего практически не осталось, я давно уже дошила норму на последней своей хэллоуинской работе, но вот не было возможности подключиться. Мне даже хотелось вообще забить на это видео, потому что все оно как-то пошло не так. Но потом я подумала, что выкладывать только прилизанные ролики там, где все отлично получается, тоже нечестно. Вот покажу, как иногда ничего не получается. Значит, какая разница из того, что я там вовремя сняла или не вовремя, я уже не помню, понимаете, что там у меня получалось. Закончили мы с вами на вот этой вот работе, кстати, многими любимой. Это сейчас как-нибудь я ее сверну так, чтобы все-таки цвет получше передавался, но при этом не светило. Вот, наверное, вот так. Это эликсир храбрости от Надежды Нагорной, и вот эти вот у меня есть упоротый волк, а это не менее упоротые зайцы. Значит, здесь
Я все вышла еще 23 числа. Ну, вот так вот. Давайте попробую рассказать, что здесь случилось и почему очередной заяц у меня одноглазый. Значит, работа эта, вы, наверное, можете догадаться по той мешанине, которая у меня вот здесь вот видна, непростая в отшиве. Здесь очень часто какие-то такая типа шахматка, смена нити, есть бленды. Не могу сказать, что их прям много, но они, как сказать-то, очень близких цветов, что ли. И иногда это вызывает недоумение, скажу так. Значит, есть много четвертей. Видите, вот тут вот, например, в лапке. Четверти по большей части для меня они оправданы. Но вот эта вот вся сложность выливается в кривущие крестики. У меня лично я вышиваю на льне 32 каунта. В общем, мне эта работа давалась непросто, и всегда она мне дается непросто каждый раз, когда я ее беру. Но вот мне очень нравятся эти безумные зайцы. И, в принципе, если вот так вот смотреть издалека, то вся эта кривизна особо не видна. И мне доставляет удовольствие, конечно, видеть морды этих зайцев. Вот. Ну, а поскольку я дошивала эту работу уже в какой-то там кусочек надо было дошить, нитки вот у меня хватило, а тут вот нитка у меня оставалась еще с прошлого раза. И вот хватило всего на один глаз, и один глаз сделан, а дальше уже как бы и норма была готова, и, в общем, я решила, что ну и хватит. Хотя, да, можно было дошить второй глаз, но надо было бы брать тогда нитку, опять она бы висела, вот, поэтому получилось вот так. Я изначально думала о том, что хорошо бы шить все-таки по одному зайцу, да, и не уходить далеко вот сюда. Как вы видите, этот заяц все-таки даже еще по крестикам не готов. Но потом поняла, что это, конечно, совсем с ума сойти, и лучше чередовать вот эти вот такие достаточно грустные оттенки, серовато-коричневатые, с какими-то рыжими и зелеными. Поэтому шила я везде, где могла. Хотя в прошлый раз, вы можете видеть, я начала зайцы вообще, которые в другой стороне. Ну вот в этот раз пошла сюда. Значит, это была моя последняя работа. Ну давайте я немножечко, может быть, освежу и расскажу немного про интересные циферки. Бухгалтерия, я знаю, не всем интересно, но тут будет такое... Не то, чтобы я там сколько крестиков, я, конечно, себе выписывала, сколько чего я вышила, сколько осталось, но вот про конкретно эту работу хочется сказать, что она из всех моих хэллоуинских работ по процентам была наиболее продвинутая. Здесь был 21,5%, а стало 29,47%, но теперь она у меня не самая продвинутая, потому что есть по процентам работы, которые не работы, все-таки не во множественном числе, а в единственном числе. Одна работа, да, ну в силу того, что она сама по себе меньше, и это вот тыковка от Саверки. Помните, я ее в самом начале вышивала, и на пластике мне все тяжело давалось, поэтому вышивала я ее долго. 7 дней мне потребовалось для того, чтобы вышить 1000 крестиков. И вот здесь теперь уже 40 с небольшим процентов, здесь остается 1800, а на зайцах, например, до финиша еще 9000 крестиков. Еще покажу вам те работы, которые я вышивала в этом месяце. Ну так, мельком, это Хэллоуин от Юли Золотовой. У меня в этом месяце было много работ от Золотовой, и вот это вот конкретно, скажем так, не сильно продвинулась, потому что особо непонятно, что тут готово. А вот другая работа, вторая, это «Время собирать урожай», она так хорошо подросла. Ну, подросла она на те же 1000 крестиков, но, видите, уже прорисовывается, о чем будет речь, скажем так. Был у меня прекрасный Дракула. Тут тоже хоть что-то прорисовывается. Еще была работа от Овечкиных забав. Здесь тоже уже наметились очертания дамы, и шляпа практически закончена. И
шарик от Хачановой. Тут пока, совсем так, очень намеками виднеется кот. Ну и вот 8 работа у меня была, 8-я работа. Тут про циферки будет особенно интересно. Значит, вот это осенний замок от Колесниковой. Свернула в 4, 6, в общем, 8. Во много раз свернула эту работу, и тем не менее, видите, она огромная. Что здесь получилось? Когда я вышла здесь 1000 крестиков в этом месяце, у меня прибавился 1%, и на данный момент эта работа готова на 2,80%. То есть, если я буду двигаться дальше в том же ритме, да, по 1% в год, еще всего лишь 96-7 лет, и я закончу работу. В общем, это, конечно, все смешно, но действительно надо как-то подумать о том, что очень маловероятно, что я проживу еще 97 лет. Поэтому, наверное, надо как-то на этой работе особенно ускориться. В принципе, я понимаю, что этот участок был достаточно тяжелый. Вот здесь вот мне было как-то сложно. С котом мне было как-то не очень уютно в том плане, что как-то вот он меня не совсем устраивал по четкости и так далее. Здесь нет, естественно, пока еще бэкстича, вообще он будет. И плюс работа очень большая, и я ее всегда вышивала на пяльцах. Надо, наверное, все-таки поставить снапы и более комфортно вышивать. И, наверное, тогда работа станет двигаться чуть лучше. В общем, еще одним открытием, скажем так, для меня было, что вот эта вот работа по крестикам достаточно небольшая. Я не знаю, почему. Я думала, что она какая-то приличненькая в плане размера. В плане размера, наверное, я ориентировалась как раз-таки на размер, потому что, видите, основа вот весьма большая. Я не могу понять, оставляла ли я большие припуски или что здесь случилось. То есть вот эти вот размеры меня заставили думать, что работа большая по количеству крестиков, но здесь всего в работе 11 тысяч. И поскольку уже часть вышита, да, здесь вышито 12%, остается здесь 9700 крестиков. А вот, например, на работе от Юли Золотовой вот этой вот тоже 12% уже готово, и здесь все-таки до финиша еще далеко, остается 14 600 крестиков. Вот. Про Хэллоуин вообще говорить не буду, потому что еще там тоже очень много. Давайте расскажу, сколько в крестиках на вот этой вот осенний замок, да, здесь всего в работе было 103 тысячи крестиков. По-моему, меня спрашивали вопросы вы мне задавали, и в предыдущей серии я отвечала на вопросы, и там был вопрос про поводу того, какая работа у меня самая большая. Вот, и по размеру, и по крестикам. Самая большая работа, и это осенний замок, здесь 103 113 крестиков, да. Поскольку часть уже вышла, остается всего ничего, 100 223 крестика. В общем, вот такие вот у меня были осенние хэллоуинские забавы в разгар весны, да, я напоминаю, что у нас весна, но, тем не менее, да, Хэллоуин Хэллоуином, тыквы тыквами, поэтому я, конечно, с большой радостью повышивала эти работы, пожертвовала какими-то другими работами ради этих прекрасных хэллоуинских работ. И, подробности уже расскажу в следующей серии. В следующей серии будут итоги октября. Буду рассказывать, что помимо этих хэллоуинских работ я вышивала, что там запорола, а что все-таки смогла вышить. Покажу новый старт. И так вкратце расскажу о ближайших планах и каких-то других околовышивальных новостях. На этом я, пожалуй, с вами буду прощаться и пойду монтировать серию, чтобы она вышла аккурат в Хэллоуин. И желаю вам тоже как-то поднимать себе настроение такими яркими, веселыми
работами, несмотря на возможную мрачность каких-то скелетов и всяких других страшилок. Но увидимся в следующих сериях. Большое спасибо вам всем за ваши просмотры, лайки, комментарии, дизлайки тоже спасибо. И увидимся. Пока.